Сразу покажу, здесь можно приобрести сигары. Шоколад здесь, как говорят, ручная работа. Начнем обзор отеля. Самих зданий основных. Это сертификат туризма. И звездочность отеля. При входе лестница вниз. Это к кофейне и переход в основной ресторан. Слева при входе у нас Gastrolation. Gastrolation обычно 2 человека. Ну, по-русски почти все говорят. Также у нас находится ресепшн. Здесь же стоит антисептик. С той стороны слева тоже антисептик есть. Здесь магазины. Здесь можно обувь почистить. С левой стороны за ресепшн находится камера хранения. И там же можно взять коляску бесплатно. Хочу вам рассказать еще раз про сервис в этом отеле. Мы брали с собой только одну коляску, но старший ребенок уснул, и мы ее туда положили. А младший ребенок гулял, потом тоже захотел спать и, соответственно, уснул в руках. И мы просто подошли на ресепшн и спросили, можно ли у них взять коляску. Нам дали вот эту коляску. Она, конечно, не новая абсолютно, немножко уже уставшая, но ее дали за 2 секунды. Можно в приложении заказать коляску, вам принесут ее в номер, но мы просто шли мимо и решили уточнить, а можно ли вообще взять у них коляску. Этот сервис у них доступен бесплатно. Здесь лестница вниз к главному ресторану. Можно спускаться не на лифте, а по этой лестнице. Либо по той лестнице. Ну, соответственно, либо 3 лифта. Аэропорт слева. С левой стороны, туда, в сторону гор, если их видно, там аэропорт. Вот за теми домами туда, слева. Это идет дорога туда. Это дорога, которая впереди. С нее съезд направо, и вот она дорожка к отелю Барут. Дальше следующий поворот там будет уже, к Кирван-Сараю, бывшему Нирвана Космополитен. Ну и дальше это все идут дальше отели Кунду. И Аксу. Также лестница ведет вверх к номерам. Здесь туалеты. Здесь лобби-бар. Вообще он называется как чайная и позиционируется как чайная. Сразу покажу, здесь можно приобрести сигары. Цены за штуку в среднем 30 евро. Вот самые дешевые 10. Вот такие. И самые дорогие 40. Здесь рояль, на котором вечерами играют. Симпатичный вид из окна на кактусы. Сюда выйти нельзя, здесь просто крыша. Погулять здесь только если вылезти через окно. Вечером люди сидят, но в целом место тоже всегда есть. Сильно много не набивается народу. Есть такие стойки.
Вот бар. Ну, отдельное видео про бар будет с остальными барами. Здесь также можно посидеть, когда заказали напитки в баре. Все приносят, все уносят, как нужно. И здесь еще можно посидеть. И здесь можно посидеть. Тут у нас есть такой балкон. Здесь также можно посидеть, попить чай или что-нибудь. Здесь вид на крытый бассейн. Вот у него как раз выход на улицу. Там вода морская. Обычный бассейн. Этот бассейн получается постепенный. Чем-то похож на волновые бассейны, но волн в нем нету. Ну и там дальше основная территория. С левой стороны от нас, и с правой стороны от входа в основном всегда сидят представители турагентств. Поэтому, если у вас будет назначена встреча с гидом, то вот здесь их ищите. Здесь магазины. Цены сильно не подскажу, но, допустим, такая сумка здесь стоит 200 евро, сказали, со скидкой. Так, просто узнавал, мимо проходил. Ну, я считаю, что цена, конечно, завышена, но это без торгов сильно. Да, здесь, по-моему, серебро. Здесь детские вещи. Ну, в целом, всякую мелочь, которая нужна, наверное, футболки, всякие штанишки, какие-нибудь шорты, здесь можно купить без проблем. Или если что-то срочно нужно, то же самое серебро, золото, здесь также есть. Возможно, даже можно торговаться на адекватные цены. Здесь также спуск на минус первый этаж. Это к ресторану, к спа и так далее. А это переход в здание Аннекс, где семейные номера. Также здесь переход в третий корпус. Это уже туда, ближе к резиденции. Вот сюда мы сейчас прогуляемся, я вам покажу подробнее. Здесь просто немножко покажу, что... Мы с вами прогуляемся в корпус, где мы живем, в Аннекс-корпус. Потому что оттуда легко спуститься и как раз показать все остальное в отеле. Есть вот такие лестники, по которым можно подняться выше. В целом, вот это с левой стороны, это уже считается номера Аннекс-корпуса. Вот лифты, по которым вы поднимаетесь, спускаетесь. Вот лестница. Ну и, собственно, номера в этом корпусе. Здесь в первоначальной части 4 этажа, чуть-чуть дальше части 3 этажа. Давайте я спущусь по лестнице, они пусть коляски спускаются. Здесь проход к ресторану. Здесь зал мы уже снимали для переговоров. Здесь, если пройти прямо по этому корпусу, как раз выйдете к остановке
машинки, которые ездят до пляжа. Ну и дальше уже пройдете в мини-клуб и к любым бассейнам. Здесь ресторан а-ля карт без записи работает до 11:30 вечера. Тут тоже есть отдельное видео. Здесь внутренний детский клуб, это когда зима, когда дождик сильный, когда не проводят занятия на улице, проводят их внутри. Но сейчас он закрыт, но примерно выглядит вот так. Шкафчики, чтобы обувь уличную составлять. Для понимания. Это выход получается за спа, и вы выходите с закрытым бассейном. Фитнес-зал с кардиотренажерами. Также переход в 3-й корпус. Здесь занятия сквоша. Здесь доктор. Далее у нас кинозал, но мне кажется, насколько я знаю, в зимнее время здесь также проводят мероприятия какие-то. В общем, зона вместо амфитеатра. Здесь аниматоры в зимнее время сидят. Сейчас они на улице, там, где телевизоры, где PlayStation, где где-то играют. Это лестница, которая была рядом с переходом во 2-й корпус. Здесь зона спа, фитнес, закрытого бассейна. Об этом у нас есть отдельное видео. Парикмахерская. Здесь магазин с игрушками разными. С какой-то едой, чем-то еще. Тапочки там есть, круги. Товары первой необходимости, да, там есть даже крема от загара и все остальное. В целом, да, проще дойти до Мигроса, это будет дешевле, но если нужно срочно, или если вы совсем не хотите выходить из отеля, то, в принципе, здесь все есть. Здесь есть даже часы, и даже есть очки от солнца и не от солнца, приближающие и удаляющие. Серебро, золото, опять же, на 0-м этаже. Вот стоят ароматизаторы, пахнет цветами. Этот магазинчик покажем подробнее. Вот такой магазин. Это в самом отеле, рядом с рестораном. Здесь можно купить сувениры. Разные кружки. Даже есть кружки Барут, вот если сувенирная продукция. Игральные карты. Лампы. Здравствуйте. Сколько кружка такой стоит? 6 евро. 6 евро, да? Такие кружки по 6 евро. Вот здесь тарелки разные. Такая сувенирная продукция. Вот здесь есть наборы. А набор вот такой сколько стоит? Набор? 45. 45 евро. Угу. Наборы по 45 евро. Такие кошечки.
А это лазерные, их на заказ делают, да? Вот эти? Лазер, да. На заказ? И сколько, например, вот такой квадрат стоит? Это 130 евро. 130 евро стоит. А долго делают по времени? Время, тайм. Today's. Туда за 2 дня, в общем, делаю. Это для браслетиков детям. Они, по-моему, продаются по буквам, да? Одна буква, 1 евро. одна буква, 1 евро. Браслет 2 евро. И браслет 2 евро. Если можно собрать имя детям. Есть чай, рахат лукум. Здесь тоже разные сувениры. Есть кальяны. Табак для кальяна. Разные чехлы для телефонов. Куча магнитиков. Магниты тоже разные. Магниты разная цена, да? 3 евро. Любой 3 евро. Понятно, но магниты здесь дороже. Ну, вот такой магазин. Это получается рядом с кофейней. Ладно, а лампы такие вот сколько стоят, как наверху? 35-45. 35-45. От размера зависит, да? Вот там больше. Большой 45, маленький. Хорошо. Ну, вот такой магазин. Это все нулевой этаж. То есть здесь вот клуб Дуду. Это старые терминалы для резервации а-ля карт ресторанов. Раньше там был гастролейшн. Возможно, в зимнее время опять вернут что-то как-то по-другому. Здесь такая мини-библиотека, тихий зал. Вот здесь можно взять книжки и удобненько устроиться почитать. Вот очень красивый зал. Так, давайте посмотрим. Книжки есть на турецком в основном. На каких-то других языках не вижу. Вот. Ну, может быть, если поискать, что-то можно и найти. Так. Картины красивые. Здесь также вот можно посидеть, почитать. Там что. Это вот зарядный пункт. Можно зарядить из телефона, посидеть. Туалеты, фотоателье. Здесь лестница на 2-й этаж в лобби. Здесь кофейня с интересным кофе. Информация об основной анимации. И здесь бар рядом с кофейней. Тортики, мороженое. Сэндвичи. Шоколад. Шоколад здесь, как говорят, ручная работа. Написано, что работает до 6 вечера, но на самом деле даже совсем вечером оно тоже работает. Мы вчера ходили, было в районе 8 вечера, здесь приходили, она работала. Разное мороженое. И любое кофе. Здесь также есть выход на улицу. Лифты с антисептиками. Здесь лестница в лобби. Это вход в ресторан а-ля карта Денис. Это единственный ресторан в данный момент, куда нельзя с детьми младше 18 лет. Он даже записываться не дает. Ресторан. Ну и, собственно, выход на улицу.
Еще один. Ну, обзор всей улицы, всей территории. Это уже в отдельном видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Хорошего просмотра.